Здравствуйте, уважаемые интернет-пользователи, в эфире Прямого Медиа Лайв. И сегодня мы говорим о английском языке, о значении знания английского языка в современном мире. Сегодня у нас в гостях Мин Тран, международный эксперт в области изучения английского языка. Здравствуйте, Мин. Hello, Min. We are participating in an online TV show, so they are welcoming you. Thank you very much. Thank you for having me here. Спасибо большое, что приехали к нам. Thank you for coming. Мин, расскажите, пожалуйста, вот сегодня значение английского языка каково вообще в мире? Это необходимость, либо это просто вот люди изучают его по желанию, там, в связи с профессией, например? Min, could you please share what is the importance of English language now? Is it a requirement or people just should know it? Well, we see that English is the international language for the world. So it is used as the common language between countries, between people, for business, for academia, and for cultural exchange. То есть мы видим, что английский язык сейчас становится международным языком и средством общения не только между людьми, но это в бизнесе, это межкультурная коммуникация и между вот на уровне академического обмена, студенты, вузы. Вы знаете, вот сейчас я стала замечать, что огромное количество моих друзей стали активно изучать английский язык. So, our TV maker mentioned that some of your friends are starting interested in English more deeply than several years ago. Существует ли какая-то, может быть, сейчас мода на изучение языка, потому что вот как мода, я не знаю, на одежду, мода на хобби какое-то? Do you have any fashion on learning languages? Вы замечали это? Like a fashion on style dress and nothing else. Do you mention it? Do you mean, do we include fashion in English learning, or? I mean, is it so stylish to know English? Of course, I think as a global cosmopolitan person today, if you travel, then English is a fashionable language to know. Да, я считаю, что, вернее, Мин считает, что английский язык становится модным, так как у тебя больше возможностей путешествовать, и ты более такой уже раскрепощенный, более развернутый человек, если ты владеешь английским языком. А вот вы можете назвать, допустим, второй по популярности в мире язык вообще в принципе, и как вы считаете, по какому принципу образуется вот именно вот эта вот линейка или рейтинг языков в мире? Do you know what is the second popular language, foreign language in the world, and how do we rank foreign languages? Well, we see that the world has 2 billion English language learners. So English is the most popular foreign language. After English, then you have Spanish, which is a very commonly learned language, and now increasingly Chinese is very popular. На данный момент более 2 миллиардов человек разговаривает, вернее, учат английский язык, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что английский – это самый популярный международный язык, иностранный. На втором месте идет испанский язык, так как испаноязычного населения тоже очень много. И на данный момент на третье место мы можем выделить китайский язык, так как он все больше стал пользоваться популярностью. Какой интересный рейтинг, спасибо. Interesting ranking, thank you. Мин, расскажите, пожалуйста, вообще с какой целью вы прилетели в Владивосток? Я знаю, что вы здесь провели какое-то мероприятие. Вот, поподробнее немножечко расскажите, о чем вы беседовали с нашим населением. Min, as far as we know, you came with a particular purpose. You met with people from Vladivostok, and also met with teachers and students. Could you please share some your ideas, thoughts about it? What do you mean? What do you think about it? Well, today I visited school number 13 in Vladivostok, and I was very impressed by the students. I talked to a group of students who are in the 8th grade, and their English was excellent, and they were so active and so eager to learn English. So I was very impressed by the students there. And I also met with the teachers at the Far Eastern University. I was very impressed by the teachers as well. Сегодня нам удалось посетить школу номер 13, 8 класс в частности, которые, так скажем, проявили очень хорошие навыки английского языка, были активны, энергичны, отвечали на все вопросы и показали очень хорошие навыки владения английским языком.
Мин очень доволен и восхищается этими детьми. Что хочется сказать еще, что мы ездили также в Дальневосточный федеральный университет, мы проводили семинар для преподавателей, и преподаватели тоже активно принимали участие и делились своими знаниями. So I do see that there's an interest in the young people in Vladivostok to learn English. And I asked the students, why do you want to learn English? And many of them said, I want to learn English so that I can speak to foreigners, so that I can communicate with foreigners, and so that I can travel. So clearly they are looking outside of Vladivostok. They want to speak to foreigners who are in Vladivostok, or who they want to travel outside so that they can use the language for communication. По итогам встреч можно говорить о том, что молодежь Владивостока активно интересуется изучением английского языка. И сегодня мы задавали вопросы как студентам тоже, так и школьникам. Почему вас интересует изучение английского языка? На первом месте был вопрос о том, что они хотят свободно общаться с иностранцами. На втором месте был ответ о том, что у них будет возможность путешествовать за рубежом. То есть ребята не ограничивают свою жизнь только Владивостоком, да? Они стремятся ездить, путешествовать, открывать для себя новые горизонты. А вот уровень владения английского языка, английским языком вот в нашем городе, насколько он, может быть, продвинулся, может быть, что-то вы слышали, вам есть чем сравнить вообще, в принципе, по другим городам? Может быть, какие-то пожелания даже скажете? Вообще, в принципе, какие они, наши студенты, вот, в плане обучения английскому языку? So now we're speaking about the level of English in Vladivostok. How do you compare it with other cities of Russia? How is it developing? Do you see this trend? Or any ideas how to improve it? Maybe you could share with us? Sure. So in general, we see that in Russia, there's a low level of English. So when you compare to the 70 countries that we surveyed in the EF English Proficiency Index, Russia ranks number 39 out of 70 countries. So it's in the middle. But over the past 5 years, we've seen that Russia has been improving, not dramatically, but slightly improving over the past few years. Россия вообще в целом находится на среднем, даже на низком уровне, если смотреть в целом на рейтинг, да? Но на данный момент занимает 39 место, если сравнивать с 70 странами из отчета, который мы представили. Но если пойти на 4 года ранее, да, самому первому отчету, то Россия, как правило, продвинулась. Это не был сильный скачок в области изучения английского языка, это постепенное из года в год увеличение уровня владения английским языком. And when you look at the different cities, different regions of Russia, then Moscow and St. Petersburg are two cities that have better English than most of Russia. And unfortunately, Vladivostok is behind St. Petersburg and Moscow. Если сравнивать по городам России, то, конечно же, лидирующие позиции занимает Москва и Санкт-Петербург. Владивосток же находится позади них, да, то есть пока не достает до этих регионов по уровню владения английским языком. But this might not be a surprise because Moscow and St. Petersburg have a lot more foreigners who speak English in the cities, and they have more international companies that base their headquarters there. Whereas for Vladivostok, you're closer to Asia, so there's more relationship with China, with Korea, and with Japan. Если говорить, что такая тенденция, что Владивосток на последнем месте, то это, конечно же, не сюрприз, потому что Москва и Санкт-Петербург, как столицы России, они больше привлекают иностранцев, много учатся в университетах, а также много международных компаний, чьи офисы находятся в этих городах. Поэтому у людей больше возможностей общаться на иностранном языке с носителями языка. Что говорить о Владивостоке, то здесь уже идет направленность Азии, ваше соседство с Кореей, с Китаем и Японией, поэтому данные языки откладывают тоже отпечаток на уровне владения английским языком. Вы преподавали в огромном количестве мест по всему миру. Что бы вы могли мне вот сейчас рассказать именно о методике преподавания английского языка во Владивостоке, учитывая, что вот вы сегодня пообщались с преподавателями? So, Min, you taught a lot in different countries, and you spoke with students in Vladivostok. So, how could you describe the system of teaching here, maybe, and to compare it with the system of teaching in that countries where you taught? Well, I have taught English in Hong Kong, in France, in Spain, in China,
so in different countries. And the one challenge for students in Vladivostok is that there's not really much of an English-speaking environment in Vladivostok. So if they learn English, there aren't that many people, foreigners, for them to practice their English with. So they really have to look for online resources maybe, or to travel to an English-speaking country to get that practice. Мин преподавал очень много в таких странах, как Франция, Испания, также в Гонконге преподавал. И что хочет он сказать про Владивосток, то здесь мало представлена англоязычная среда, да, то есть различные объявления, либо будто фильмы, что-то еще на английском языке здесь представлены меньше. И поэтому сама суть общения на английском языке немножечко исчезает. И поэтому Мин для Владивостока предлагает такой способ изучения языка, как, например, либо поездки за рубеж, либо активное участие вот с иностранцами здесь, кто приезжает уже. А как вы смотрите на то, чтобы изучать английский язык, допустим, посредством фильмов, чтения книг? Вообще, насколько эти способы, так скажем, может быть, даже верны, насколько они помогают и действенны? What do you think about learning English by watching movies, TV shows? Is it helpful? It's extremely helpful. It's actually one of the best ways to learn English because you're getting real language, real daily life language, authentic language from watching TV and movies, as long as you don't watch it dubbed. So you watch it in the original English and then have subtitles so that you can hear the real English and then see the Russian. Это предельно необходимо вот просматривать фильмы на английском языке, но они обязательно должны быть с субтитрами. Тогда вы уже изучаете английский язык, тот живой разговорный английский язык, аутентичный, на котором разговаривают носители языка. Now, what it teaches you, though, is communication. English for everyday communication, but it does not teach you business English or academic English. So for that kind of more advanced English, then you have to go to a proper school to get business English and academic English. Что делают учителя в своей повседневной работе в школах и в университетах? Они пытаются преподавать разговорную речь английского языка, но это зачастую не бизнес-английский, это не академический английский. И многие студенты уже используют, так скажем, знания, либо обращаются в те школы английского языка, которые предлагают бизнес-английский и академический английский. Мин, насколько я знаю, вы соавтор и редактор отчетов исследования «Индекс владения английским языком ЕФ». Расскажите, пожалуйста, вообще, что это такое, может быть, немножечко истории, и для кого в первую очередь это нужно? Кому это нужно, это исследование? Now we're speaking about EPI report. As far as I know, you're part of this team, you did research. Why are you doing it? Who's needed? And what could you say about this? Well, the world today does not have an international benchmark for English, except for the EPI. So the EF English Proficiency Index ranks countries by the English skills. So it's one international standard to measure countries and cities so that you can compare. You know, how is Russia doing compared to China, compared to Brazil, compared to other countries around the world, and then you can also see if you are making a lot of investment in English training, whether you are making progress, whether you're seeing returns on those investments. So it's a way for countries, for government officials, for policymakers, for researchers, for teachers, and also for individuals to see whether they're making progress and how they compare to others. Данное исследование, оно проводится нашей компанией, да, это исследование оценивает количественный показатель уровня владения английским языком среди различных стран мира, то есть используется единый тест ЕФ, который оценивает результаты данного исследования. Что хочется сказать, то что исследование четко видит, например, если в государстве происходят какие-то инвестиции в области преподавания английского языка, либо какие-то инновации в области изучения языков, то здесь четкая связь всегда прослеживается, и поэтому зачастую используются отчеты государственных служб тех или иных стран, либо министерств, либо господдержка присутствует для анализа вот этих вот всех составляющих факторов, которые влияют на уровень владения английским языком. А жители Владивостока хоть раз принимали участие в этом исследовании? Если нет, то как можно
поучаствовать? Do citizens of Vladivostok take part in the research? Of course. Did they take part? Of course, yes. Да, конечно. А как можно будет поучаствовать, допустим, в следующем году или в следующем исследовании? Как часто оно проводится? How can we participate in the research? Can we participate in the next research? How can we do it? So you can right now go online to the efset.org, www.efset.org. So you go to this website and you can take the EF Standard English test, and that's how you can contribute to our research. На данный момент даже вы можете принять участие уже сейчас, зайдя на наш сайт, это www.efset.org, и пройти тестирование. И данные результаты будут автоматически попадать под ваш регион, под ваш город. Every year we have nearly 1 million people who take the test from around the world. So a lot of people are contributing to this research. То есть каждый год у нас в пределах 1 миллиона людей, которые принимают участие в исследовании. Поэтому и вы тоже можете внести свою часть. А что показало последнее исследование? Ну, про 39-е место России мы уже знаем. Вообще, какие выводы вы сделали по миру? Насколько улучшилось, может быть, образование где-то? Насколько улучшились результаты каких-то других стран? Может быть, поменялась первая десятка? Now we're speaking about conclusions of the research. How countries are developing? Maybe you saw some differences, maybe you saw some dramatic growth. And what about the top 10 of the country? Does it change? So the top 10 doesn't change too much because there are a few countries, especially the Scandinavian countries like Sweden, Finland, Denmark, Netherlands. They do very well, and every year they are in the top 10. Десятка самых лучших, в целом она не меняется, она из года в год остается прежней. Как правило, это скандинавские страны, это Швеция, это Нидерланды, это Дания. Они все всегда присутствуют на этом уровне. In these countries, it's expected that you speak English. So after you finish your high school, it's expected that you have some competent level of English. So that's just the basic expectation of the education system and of society. So almost everyone in those countries can speak some English. То есть система образования построена таким образом, что после окончания школы у тебя уже должны быть определенные навыки владения английским языком, которые должны быть конкурентоспособными на рынке. То есть система образования дает навыки, которые развиваются и которые очень даже, так скажем, популярны и развиты у ребят, они могут спокойно общаться и учиться на английском. And it is also expected that if you finish university, you have a very advanced level of English, that you can work in an international setting and use English not only for your own communication, but to manage a team, an international team in English. So that is sort of the highest level of competency. Например, чтобы поступить в финский университет, у вас должен быть очень высокий уровень владения английским языком. Он должен быть настолько велик, что это не просто общение для себя, что вам удобно, вы понимаете, а это общение уже английского языка, вернее его уровень на уровне управленческих позиций, то есть очень высокий уровень, чтобы вы могли управлять определенным количеством людей. То есть требования очень высокие, и они выполняются населением. There are some countries where we see they're making dramatic improvement. In Asia, for example, Vietnam is one country that has made leaps and bounds of progress. They are really focused on English training. The government has promised to spend $450 billion on training teachers because they've identified that if they help teachers improve their English level and their teaching skills, then teachers can help the students, right? So it's a more efficient investment to help to train teachers first, and then through the teachers you reach the students. Но есть такие страны, которые наблюдают вот прям сильный рост уровня владения английским языком. Например, в Азии такая страна является Вьетнам, которые сделали значительный скачок в области владения английским языком. Что они сделали? Государство инвестировала в учителей, то есть они проспонсировали 450 миллиардов долларов для развития навыков преподавания и уровня владения английского языка преподавателей. И посредством преподавателей перенесли эти знания на учеников. То есть в данном случае мы можем говорить о том, что
проводя специализированные семинары, курсы повышения квалификации для учителей английского и преподавателей английского языка, мы тем самым мгновенно повышаем уровень владения английским языком молодого населения. Or to give you one more example, in Brazil, the government has promised to send 100,000 students abroad to learn English and to do graduate programs in English. So it's when a government is committed to the language learning and invests in the students and in teachers, then you can see this kind of progress. Like Antonina, actually, she was on a scholarship from Tatarstan to go to the US to study. Students need this kind of support in order to really make a difference. Did you say 100,000 or what? 100,000. Например, другой пример, да, Бразилия. Они сделали такую программу, когда посылают молодых специалистов в бакалавриат за рубеж, 100 тысяч человек, получать постградуэт диплом, то есть магистратуру на английском языке. То есть, чтобы поехать, у них должен быть достаточно высокий уровень английского языка, что непосредственно стимулирует студентов в изучении английского языка. Вот, например, тоже такой же пример на мне, когда у нас в Республике Татарстан реализовалась такая же программа, направляли на обучение за рубежом, и я также год проучилась, имея достаточный уровень владения английским языком. Я сейчас хочу, так скажем, спросить у вас практические такие советы, прежде чем я пойду на ваш сайт сдавать, проходить исследования. I would like to ask for any practical advices from you before I'm going to take the test. Okay. Расскажите, пожалуйста, может быть, какие-то практические советы, как можно повысить уровень знания своего английского языка? Вообще, что делать? Я знаю, что кто-то учит там по карточкам. Вообще, какие-то, может быть, интересности расскажете, что вот можно будет применить? Could you please share some practical advices how we can raise the level of English? Maybe some cards we can do it, or any distinguishing features how we can raise it faster. So I would suggest that every day you consume some English. So whether that is reading a book, reading a newspaper, or watching TV, or watching a movie, or listening to English songs. So every day somehow get 30 minutes of English into your system so that you have that input. Например, я бы рекомендовал вам выделить каждый день примерно по 30 минут вашего времени на вот восприятие английского языка. Буквально вот просматривать фильмы на английском языке, слушать музыку, читать статьи, либо газеты, либо книги на английском языке. Тогда вот у вас вот будет формироваться англоязычная среда. And then find as many opportunities as you can to actually practice speaking and writing. So whether that's writing to a friend who lives in another country in English, or finding foreigners, language partners in Vladivostok to speak English with. So find some opportunities to practice English. Yeah, I'll let you translate first. Вторым этапом вашего образования было бы нахождение всех возможных возможностей, да, простите за тавтологию, для поиска практического применения вашего языка, а в частности путей говорения и писания на английском языке. Для этого Мин вам рекомендует либо искать иностранцев здесь, во Владивостоке, либо писать письма на английском языке куда-то коллегам, либо друзьям за рубеж. Но вот использование, а в частности практическое применение тех навыков пассивных, которые у вас есть, это очень имеет огромную роль. I mean, there are some students from other countries who are so brave that they are offering free tours to tourists in their countries, so that if they that way they get practice speaking to foreigners. So they actually go to hotels and offer free tours to tourists, and their tours are very, very popular. And then they get some professionals to help them train in giving these tours, and then they go out and they practice using English with foreigners on these tours. Например, есть такие очень, как Мин сказал, храбрые студенты, отважные, да, я бы сказала, проворливые студенты, которые изыскивают любые пути общения с иностранцами. Некоторые вот предлагают даже бесплатные туры по городу для туристов, когда они говорят на английском языке, рассказывают про город и тем самым общаются с носителями языка. Они также используют, например, профессиональные подготовленности уже готовых гидов, например, узнать, куда лучше сходить, что как сделать, и уже идут показывать туристам бесплатные туры и практикуют свой английский язык.
К нам как раз сейчас сегодня ночью приходит круизный лайнер, можно попытаться. So the boat is coming next morning. That's right, that's right. So you should form a club and bring students there. Ну, Мин вам советует не упустить возможность. Вы знаете, сейчас очень популярны всякие экспресс-вещи, например, там, я не знаю, от похудения до 2 недель, да, выучить английский за 2 недели. Вообще, возможно ли такое? И какой он оптимальный срок, за который можно достаточно, ну, так, выучить английский? Или можно там за день выучить одно, там, за второй день второй, и через неделю знать полный набор? So, it is very popular kind of express methods of losing a weight or learning English for 2 weeks. Yeah. What could you say about it, and what is a reliable period of when you can learn the English language? How long does it take? I think if you do it intensively for 3 months in an English-speaking country, we organize, like EF Education First, a company, we organize study abroad language tours. So you can come with us for, I say, 3 months or more if you can, but minimum 3 months. And then you can, because you're living in the language and you're doing it intensively every day, then you can make significant progress. Я бы сказала, что это 3 месяца интенсивной подготовки в стране носителей языка. Когда вы едете за рубеж, у вас английский язык присутствует везде, то есть вы живете в языковой среде, и тем самым имеете еще и дополнительные языковые классы интенсивные. Тогда данная практика, в частности минимум 3 недели, когда вы можете нормально уже заговорить на английском языке. Это то, что и делает наша компания EF Education First, направляет ребят за рубеж, где вы практикуете свои навыки и развиваете коммуникативные методики, вернее методы говорения. А вообще, вот тоже, я не знаю, может быть, такой стереотип, существует такое мнение, что женщинам легче дается изучение иностранных языков, нежели мужчинам. Как вы можете это прокомментировать вообще, в принципе, с чем это может быть связано? Правда ли это? So, have you heard any stereotypes that ladies can learn English easily and faster in comparison with gentlemen? Is it true or not? What could you say about it? Women, right? Women, yes. Okay. Ladies, women. Female. Well, yeah, I think that there's not much scientific proof that women can learn better than men. But for, I think, social reasons, cultural reasons, women do learn more of English than men. And in our research, we see that women have a higher English level than men. But I think that is because women are more interested in learning the language. And it's not that men cannot do it. They can also do it, but that women tend to have more interests. То есть никакого у нас научного подтверждения о том, что женщинам легче дается английский язык, у нас нет. Но, как показывает наше исследование, что уровень владения английским языком выше у женщин присутствует. Но здесь я могу судить только об одном факте, вернее, Мин может судить, то, что женщины, они более увлекаются языками, интересуются, и этот интерес способствует развитию навыков владения английским языком. Also, you know, in order to learn a language, you have to be willing to try to speak it, right? You have to practice speaking it. And women talk more than men, right? So women are more willing to speak, and because they speak more, they have more practice, so they end up, I think, being better. Еще одна причина, которая здесь присутствует, по мнению Мина, то, что женщинам легче общаться. И данное общение, коммуникативный подход, так скажем, изучения языка, он больше развит у женщин, потому что, как правило, они больше всех говорят. И им легче дается общение на английском языке. Что-то в этом есть. Just something about it. Я хочу вернуться к вашему исследованию. Скажите, пожалуйста, вот если я пройду тест, получу вот какие-то свои результаты, что мне это даст, помимо того, что я узнаю уровень владения, да, английским языком? Могу я дальше с ними куда-то идти? Вот. Back to research, to the test. If I take the test, how these results will help me? Well, the results will tell you what is your level, right? The results will tell you where is your English level now, and then you can think,
what do I want to be my future level, right? Like, what's your ultimate goal? So then you know how much work you have to do. But first, it's like going to the doctor. First, you have to know what you're sick with, right? And then you can find the right treatment. То есть сначала вы увидите свой результат, определенный количественный показатель оценки вашего уровня владения английским языком. А дальше вам нужно самой определить, а к какому уровню вы стремитесь, достаточно ли у вас навыки, чтобы достичь своей цели. Если нет, тогда вы будете уже видеть разницу между вашими желаниями и вашими фактическими цифрами. И этой разницей будет вашим временем для изучения языка. Это как, например, поход к доктору, да, визит к доктору. Перед тем, как назначить лечение, вам все равно нужно обследоваться и поставить диагноз. А я где-то читала, что вот эти вот результаты могут помочь даже поступить, к примеру, в университет или засчитываться как-то как за экзамен. Правда ли это? She read somewhere that these results can be acceptable for some universities to get into the university. What could you say about this? Well, certainly, there are some universities in the world that are now using the EF Standard English test as an admissions test, but not as popular as TOEFL or IELTS, right? But actually, if you think about it, there are not as many people who are going abroad to study in an English-speaking country. More people are staying in Vladivostok, right? So it's actually more about just giving yourself information than using the score for university admissions. So we see the power of our test as giving people information, giving people feedback on what is their English level. We think that's more important, and we think that is what more people need. Мин говорит, что у нас есть партнерские отношения, но не со всеми вузами, которые также реализуют стандартизированные тесты EFSET. Но если мы говорим, в частности, о Владивостоке, да, то не все студенты, которые закончили вуз, рассматривают обучение за рубежом. Тогда уже данный сертификат является как для них показателем об их уровне владения языка. Это уже больше для вас показатель вашей эффективности изучения языка. Как вы думаете, почему все-таки, не знаю, Россия занимает 39 место? Чего не хватает? Мотивации, желания, стремления вообще в принципе? Why do you think Russia takes the 39th place? Может быть, мало школ? Or what do we need to do in order to raise the level? What is the reason? Maybe motivation, any other aspect? Maybe we have a small number of schools or Well, something you else? know, I am not an expert on Russia, but from my observation, it's that Russia does not have an English-speaking environment, right? So if you look at the countries that have very high English level, in those countries, there's an English-speaking environment. Signage are bilingual in the local language and in English. Menus are in the local language and in English. And television has English channels. And movies, when you go to the movie theater, they have movies in English. I'm very sad when I come to Russia because all the movies are dubbed, so I cannot go watch the movies. So there's not as much of an English-speaking environment in Russia. Да, Мин говорит то, что он, конечно же, не эксперт по России, но что он заметил, что в стране не хватает вот англоговорящей среды. Если мы говорим про более, так скажем, меньшие по размерам, по объему страны, да, то там, конечно, присутствие двухязычных, например, даже тех же самых объявлений, ТВ-программ на передач, да, там есть и английские, и русские, даже кинотеатры, да, они представлены все на английском языке с субтитрами. Что же говорить о России, когда Мин приехал первый раз в Россию, он пошел в кинотеатр и немножко был удивлен, потому что все было на русском и не было возможности посмотреть на английском хотя бы с субтитрами. I think it would really help Russian tourism, actually, if there is more of an English-speaking environment, because you make it easier for tourists from around the world to navigate Russia. Because for tourists coming to Russia, maybe there's not as much English, so it's a little more difficult. So I suspect that if there's more English in Russia, you will see more tourists. Ну, Мин считает то, что данная ситуация, она помогает развиваться русскому туризму. То есть, например, когда турист приехал, он уже чувствует всю так русскую культуру, ему немножечко трудно, потому что все по-русски, нет ничего по-английски, и, конечно же, это будет способствовать и развитию туризма в России.
Возможно, если вы прогуливались по Владивостоку, вы заметили, что у нас сейчас огромное количество тоже есть объявления, какие-то таблички на китайском и на английских языках. Maybe while you were walking in Vladivostok, you saw some advertisement, maybe signs in English, Chinese and Russian languages. Yes, yes. Еще чуть-чуть, и я думаю, что кинотеатры тоже будут выпускать английские фильмы. We need some little bit time, and all movies will be in English. Первые шаги сделаны. First steps are done. Я бы хотела спросить, расскажите, пожалуйста, Мин, какие ошибки совершают, может быть, люди, которые начинают изучать английский язык? Вообще есть какие-то такой набор ошибок, чего делать не нужно, когда ты учишь английский? What mistakes do the first learners of English language? Do you have kind of set of mistakes, frequently made mistakes? Of course. And we have it based on your first language, your mother tongue. So if your first language is Russian, then there's some pronunciation mistakes that you tend to make, or some grammatical mistakes that you tend to make. So those are common, and we know this through research, and then we can better help learners from different mother tongues. То есть, да, конечно, это очевидно присутствует, это зависит от вашего родного языка. Например, если мы говорим про русский язык, то россиянам, русским людям зачастую дается трудно произношение, потому что мы добавляем то, что мы знаем по-русски, да, и мы это четко видим в исследовании и уже делаем соответствующие рекомендации при преподавании в наших школах. Мне вот немножко интересно, я задам немного личный вопрос. Мин, почему вы решили выбрать для себя эту сферу, чем она конкретно вас привлекла, ну и какие-то, может быть, планы в дальнейшем? Min, some personal questions. Okay. Why do you like this sphere of language learning, language as itself, education? How does it attract you? Почему именно английский язык? Why is English? As someone who travels so much and who has lived in different countries, it's so important to me that people understand each other. People from different countries understand each other and have the opportunity to communicate. And English is that medium of communication. Without English, it's the language the common language that people use to learn about each other. So that's why I really care about this language and about language education and the opportunities that it opens for people and the opportunities for cultural exchange that it allows. Спросите любого человека, который очень много путешествует, так же как и Мин, и он скажет, что единственным средством общения в данных ситуациях, когда ты находишься в разных странах, является английский язык. То есть, будь то люди разной культуры, разных стран, разного языка, да, но единственное средство общения уже будет являться все-таки английский язык. Поэтому данная ситуация и привлекла Мина в изучении английского языка и развитие вообще в целом образования в области преподавания английского языка. Я благодарю вас за такую интересную беседу. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Min, thank you for such an interesting conversation we had today. Thank you for coming. Thank you very much for having us. Спасибо, что пригласили нас. Ну а я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Мин Тран, международный эксперт в области изучения английского языка. До встречи!